сумки и микрофоны. Друзья, привет, с вами Фавионыч. Да. И судя по тому, что сегодня горизонтально расположенная камера, сегодня будет длинное видео. Да. И мы сегодня поговорим о технике, в том числе о микрофонах, о сумках и о разном. Пробах. Поскольку все, кто голосовал, выбрали, чтобы Фавионыч куда-то двигался, что-то показал, но я вам не буду показывать сегодня окружение, оно будет только вокруг меня. Тема сегодняшняя будет кастомные вещи и тенденции видеозаписи 23 года. Кто смотрел мой выпуск в Москве, знает, что я использовал в той поездке сумку от компании Эко. Это ремень там сделан из, как она называется-то, из конопли. Это очень прочный материал, который используется в парусном спорте до сих пор. Ну и вообще, чрезвычайно удобная, мягкая сумка. Но, друзья, сегодня у меня F-Stop. Вы знаете, что у него очень широкая лямка вот здесь в верхней части. Где-то 4 дюйма, наверное. Ну и обычно, стандартно у всех сумок выпускаются вот такие. Это или дюймовые, как у ремней для фото, или полдюймовые, полуторадюймовые ширины вот эти сами ленты. Мы сейчас идем, кстати, против ветра. Напишите в комментариях, как все это слышно. Я сегодня записываю на профессиональную петличку от компании Apogee ЦАПом. И мы сегодня по этому поводу тоже поговорим, почему именно цифровые системы, почему именно это устройство надо приобретать, особенно в 2023 году. Да потому что через 2 месяца будет показан 15-й iPhone, в котором уже не будет Lightning разъема, будет только USB-C. А Apogee Clip Mic Digital 2 поддерживает USB-C уже изначально. Плюс эта петличка поддерживает запись в цифровом виде. Вплоть до 96 кГц, 48 кГц полоса частот. Поэтому, друзья, я не просто так выбрал именно этот девайс, который стоит сейчас около $200. В России можно его за эти деньги купить, пока не начался бум с iPhone 15. Потому что вы знаете, что переходники с Lightning на USB-C, конечно, есть, но поддержка даже сам производитель не заявляет. Поэтому, скорее всего, множество устройств, которые работают от Lightning, перестанут быть актуальны для нового iPhone. Я тут попробовал, друзья, забегая вперед, интересное приложение. Вы знаете, что я монтирую все на LumaFusion, профессиональный пакет для планшета iPad Pro, многодорожечный, который поддерживает в том числе эквализацию, настройки звука профессионального. Но, друзья, интересно не в этом. Интересно в том, что на канале одного из известных блогеров он показал новую версию приложения от компании Luma, так называемый Luma AI, то есть Luma искусственный интеллект. В чем кайф этого приложения? Я уже нашел себе способы для его приложения, для того, чтобы использовать. Но забегая вперед, скажу, что это приложение позволяет сканировать в 3D объекты по фотографии и по видео, друзья. А дальше делать с ними совершенно невообразимые вещи. Можно делать эффект дрона, можно эффект увеличения приближения, то есть менять ракурсы. То есть это действительно приложение, которое оно абсолютно, кстати, бесплатное. Я сейчас его протестировал, и первый тест такой грубый, понятно, что без всякого редактирования, с небольшой коррекцией по цветам, я выложил в своем коротком шорте, который вы, кстати, смотрите, и они позволяют моему каналу расти. Да. Я вам за это благодарен. Так вот, друзья, интерес в том, что это приложение можно использовать, например, для вставок в интро, делать какие-то облеты того места, где вы начинаете снимать, в моем случае, и потом переходить плавно на диалоги. Можно сканировать какие-то интересные объекты, а потом уже, когда это все загружается в нейросеть, он обрабатывает с очень хорошим качеством и очень плавная картинка, друзья. Это меня поразило. Теперь, что касается ремней. Почему я с этого начал свой разговор и почему? Потому что нагрузка, когда вы носите тяжелую технику или носите ее долго, со временем вы понимаете, что узкий ремень вам мешает, трет, так же как узкие рюкзаки. Мы сейчас, кстати, подходим к эстакаде, там очень шумно,
Поэтому напишите в комментариях, друзья, под каналом. Я рад, что вы пишете комментарии, развиваете канал, продвигаете. Насколько будет эта цифровая система шумопонижением встроенным уже, потому что здесь АЦП и ЦАП. И я уже говорил, что в 2016 году еще я тестировал первое устройство ЦАПы, которые предназначены специально для айфона, для айпада. Да, друзья, тогда люди не верили, что можно снимать с айфона цифровой сигнал высокого разрешения. Уже тогда я это доказал, показал устройства. Одни из первых устройств это были от компании iFi, которая потом превратилась уже в целое направление. Но, друзья, не поэтому мы сегодня собрались, а мы сегодня говорим о том, что USB-C меняет Lightning, и сейчас выходят новые законы, по которым компании Apple, компании-гиганты, будут введены ограничения. Плюс ограничение совместимости устройств, друзья. Поэтому вот этот переход на так называемый Lightning, с Lightning на USB-C, это глобальное изменение, друзья. Оно затронет всех, поэтому я вам рекомендую вот такую петличку, потому что она поддерживает все существующие форматы: и Lightning, и USB-C, и USB-A, и высокого разрешения передачу данных в том числе, поскольку опорная частота процессора выходного уже, я имею в виду ЦАПа, 96 кГц. Так что вот, друзья, что же касается ремней. Широкий ремень всегда комфортно, всегда удобно. Друзья, буквально пару месяцев назад мы записывали с вами ролик вот из этих берез, когда я тестировал сумки, в том числе и сумку Домки. Я рассказывал вам про классическую сумку Домки. Что у меня пишут микрофоны? Нет, нормально все. Так вот, друзья, я вернулся к этому месту, чтобы вам показать, что действительно можно улучшить ваше самочувствие и сделать вам более комфортную носку вашего оборудования, вне зависимости от того, какую сумку вы используете. И в этой связи я сегодня иду за ремнем, который станет исходной точкой для того, чтобы сделать кастомный ремень. Как он будет выглядеть, я сам еще не знаю. Какие я буду использовать сочленения, какие способы крепления, я уже примерно имею в виду. Но я хочу получить от вас обратную связь, что еще требуется для того, чтобы стать этому ремню абсолютно универсальной вещью, пригодной для любой сумки. У меня их много, поэтому я могу переключать этот ремень широкий на любую сумку. На маленькую, на большую, на рюкзак, на слинг. Вот такая цель у меня была, друзья. Поэтому пишите в комментариях. Мы вместе с вами сделаем интересный кастомный широкий ремень. И этот ремень, друзья, будет 2 дюйма шириной. Все-таки насколько кайфово, друзья, внешние программные специальные продукты для записи видео, как тот продукт, которым я могу регулировать и яркость, и затвор могу регулировать, и ISO, и цветовую температуру. Поэтому это, конечно, очень интересное решение. Можно вручную задавать ISO. Я могу, например, повысить его, если мне не хватает, или понизить наоборот, увеличить скорость затвора, например, или наоборот понизить его, чтобы более комфортно было смотреть. Но, друзья, сегодня не про это разговор, а разговор именно про то, что спросите вы, что Домки такие дураки? Да. Выпускают ремень отдельно 2 дюйма, но его не купить. Нет, друзья, это не так. Ремень действительно существует, но он существует с металлическими аксессуарами. То есть это достаточно тяжелая конструкция. Я вставлю в видео картинку. Этот ремень у меня стоит на классической 5-й сумке, но весит он немерено, друзья. За счет вот этих аксессуаров мы с вами будем облегчать его. Так вот, друзья, какие мысли мне пришли в голову, чтобы сделать такой ремень? Ну, во-первых, ремень, который идет с сумкой в Image, один из последних экземпляров в мире, который я выкупил. Сейчас эта сумка уже недоступна ни в производстве, ни в продаже. Но она комплектуется вот таким ремнем 2-дюймовым. Но этот ремень, во-первых, он черного цвета, что для путешественников, особенно которые отправляются в теплые края или просто летом, в нем жарко. Да. Плюс на черном ремне, вы знаете, остается пыль, и он превращается в такой не очень приглядный вид. Поэтому цвет Сент, за которым мы сейчас отправились, он как раз выждал меня. Очень долго он был. Человек его не продавал, но все-таки мы с ним договорились, и я решил на базе этого ремня делать
вот этот новый аксессуар. Какие мысли у меня были по поводу самой фурнитуры? Ну, во-первых, это баллистическая фурнитура. Мы будем искать вами, смотреть производителей. Я, в принципе, их знаю. Профессиональные производители фастексов, профессиональные производители вот таких крепежей. Сам переключатель, который регулирует длину, а регулировка длины будет в этой не обязательно сделана, он уже в комплекте идет. Но мы посмотрим, какого он качества. Я думаю, что нормального. В моей сумке пятерки таких регуляторов 2. Поэтому в идеале, конечно, поставить 2, чтобы было удобно держать это все, удобно регулировать и получить какой-то результат предсказуемый. Но мне хочется еще закрепить какие-то дополнительные крепежи, чтобы можно было использовать для подвеса на этот ремень. Поэтому я жду от вас, друзья, комментарии. Вы можете нарисовать, можете написать, можете зайти в нашу группу Telegram фотоскопление и написать там или нарисовать какой-то эскиз, как вы видите себе такой ремень. Я сегодня его вставлю, покажу. Мы сейчас дойдем. В тот раз, кстати, я использовал запись звука на максимум 100%, поэтому у меня был клиппинг. Сейчас я до этого записывал с уровнем 77. Сейчас я понизил до 69, потому что чувствительность этого микрофона действительно выдающаяся. Ну и сделаю постобработку. Оставлю вам кусочек оригинального звука и оставлю кусочек, точнее основной ролик будет записан уже с коррекцией эквализации и так называемой, как они называют, компрессии, звуковики. Есть много терминов, есть много машин, которые позволяют модифицировать это все дело. Но, друзья, вот, кстати, перед поездкой в Москву я был в этом месте. Я вам сейчас не буду его показывать, но, в принципе, покажу. Вот этот садик. Мы с вами проходили, и там сейчас человек косит траву. Так вот, друзья, я записывал этот микрофон в Москве, где было очень шумно. Записывал его в метро в Питере. И сейчас мы с вами проверим на шумоподавление в условиях, кстати, как ярко, больше 100 дБ. Специально мимо них пройду, чтобы вы услышали, насколько меня хорошо слышно. И слышно ли меня вообще. Вот я где-то в 10 метрах уже, практически рядом. Это очень критично иногда, потому что когда вы записываете какие-то влоги, и вам нужно проходить мимо устройств, которые очень сильно генерируют звук, пропадает часть информации. Ну и из-за этого, кстати, из-за пропажи информации я все-таки решился опять вернуться к проводным системам, потому что радиосистемы, в моем понимании, в 2023 году очень опасны, потому что постоянно отваливается все это. У меня даже телефон, собственный микрофон выключался сколько раз, собственный. Но надеюсь, что с клипмиком этого не будет. Поэтому вот. Сегодня у нас тема касается двух вещей. Это сумки и микрофоны. Ну, в принципе, так и назовем. Сумки и микрофоны. Да. Ну вот он, друзья, собственно говоря, сам. Видите, какой он широкий. Это оригинальный аксессуар. Здесь отмечено как раз то, что это 790 модель, Replacement Gripper Strap. То есть это на самом деле штука, которая подходит, она для только широких крепежей специальных. О чем здесь все написано. Да, да, да.